Как избавиться от негативных мыслей? Первая техника – отрезание. Как только вы почувствовали, что в вашем сознании закрылась негативная мысль, просто отрежьте ее. Не надо ее анализировать, не надо с ней спорить, не надо защищаться от нее. Просто отрежьте ее от себя и на ее место поставьте что-то другое. И ключевой принцип здесь – вы должны сделать это немедленно, в то самое мгновение, как только почувствовали ту самую мысль. Вторая техника – этикетка, которую мы приклеиваем к чему-либо. Эта техника отличается от первой. Она заключается в том, что вместо того, чтобы избавиться, отрезать эту мысль, мы от нее отстраняемся и наблюдаем со стороны. Мы наблюдаем ее со стороны, но не позволяем ей овладеть нами. Вы можете сказать себе, что со мной происходит. Сейчас ко мне пришла вот такая-то мысль, но называете вы ее уже как бы в кавычках, тем самым определяя ее место. Просто наблюдайте за ней. Негативные мысли имеют над вами власть, только если вы на них реагируете. Третья техника – преувеличивание. Как только вы обнаружили у себя негативную мысль, вы должны преувеличить ее до абсурдного. Здесь ключевой момент – сделать ее смешной. Вы должны поймать себя на негативной мысли. Вы знаете, что сознание – великий обманщик. Вы знаете, что каждый день оно пытается сыграть с вами какую-нибудь шутку. Вы же наблюдательны. Вы заметили ее, и вы решаете прибегнуть к технике преувеличивания. Вы должны сказать действительно: «Я не могу продать ничего». Вы можете сказать себе: «Ну что остается делать? Может быть, я позвоню или приду к этому человеку и открою дверь, и вдруг оттуда появится механический кулак. И какой-нибудь робот выйдет и треснет меня со всей силы, а потом прибежит толпа людей с водой и начнут меня поливать. И потом мне будет больно, я буду весь мокрый и избитый. Потом они натравят на меня овчарок. И вот я весь мокрый, весь искусанный. Но мало того, я вернусь в свой офис, а все сотрудники вывесят вывески со словами: «Ты идиот, зачем ты вернулся?» Это абсурдно. Но именно это помогает лишить негативную мысль силы, потому что негативные мысли имеют над нами власть только если вы на них реагируете. Четвертая техника – противостояние. Все, что нам говорит негативная мысль, мы должны превратить в полную противоположность. Как только к нам пришла мысль «мне не удастся совершить продажу», вы должны на ее место поставить полностью противоречащую ей мысль, то есть «мне обязательно удастся совершить продажу». Если к вам приходит мысль «мне ни за что не удастся достигнуть финансового успеха», вы должны тут же реагировать полной противоположностью и сказать себе: «Я обязательно добьюсь огромного финансового успеха». Как только пришла мысль «я ни на что не гожусь, я ни на что не способен», вы говорите себе: «Я способен на все, я очень необычный человек». Абсолютно невозможно одновременно думать о негативном и позитивном. Сознание способно одновременно думать о чем-то одном. Если вы выбросите из него негативную мысль и поставите позитивную, вы лишаете негативную мысль власти. Избавление от негативных мыслей на практике. Как применять техники? Это 4 техники. Вы можете попробовать работать с ними. Так же, как боксер боксирует со своим оппонентом. В следующий раз, как вам придет негативная мысль, вы можете сначала ударить ее первой техникой, потом парочкой вторых, а может быть нанести второй удар третьей, а потом добавить четвертой. Вы можете экспериментировать с этими техниками и выбрать ту, которая вам будет по душе. Некоторые нравятся одним людям, некоторые другим. Самое важное – не позволять великому обманщику владеть собой. Те, кто занимаются силой сознания, должны научиться владеть, контролировать свое сознание.